Здравия желаю, граждане Эльмарадена. Допустим, взяли вы 40 уровень, а дальше не хотите просто так ковырять мобцов или идти в катакомбы. Корейцы придумали для нас увлекательнейшие и полезнейшие квесты, ценность которых преимущественно сводится к нулю, но какую-то деньгу на них подзаработать можно. С введением 4 хроник на сервере Эльмарлаб награды по многим заданиям были изменены. Это коснулось, кстати, и многих квестов на младших уровнях. Кроме того, квест-рейт был изменен на X4, соответственно, денежные квесты сейчас приносят меньше прибыли, и актуальность некоторых из них уменьшилась. При получении 40 уровня можно сразу приступать к выполнению Coin of Magic, о котором, кстати, я делал отдельное видео, и фармить монеты на темак-орках, нежитей в Dragon Valley и так далее. Однако с введением C4 рецепты оружия спойлятся, так что в основном спросом пользуются голд-виверны для того, чтобы сделать демон перчи. В принципе, можно подумать и над выбиванием 200 блат медуз к вивернам, что позволит сделать FP-шлем, так как цены на рынке постепенно растут. Но для тех, кто не хочет заморачиваться с монетками, существуют и иные варианты. Если кому нравится кратер Ivory Tower, стоит посмотреть квест Under the Shadow of Ivory Tower. Правда, доступен он только магам человеческих и эльфийских рас, зеленокожих тут и обделили. Суммонеры тоже считаются магами. Берется задание в Академии Хардина у торговца Семы, помощницы некроманта, что сразу намекает о том, для чего мы будем собирать сферы Небулита. Это метеор, благодаря которому когда-то и образовался вышеуказанный кратер. Отправляемся в кратер Айвори и убиваем практически все, что хоть как-то соотносится с магией, кроме нежити. В самом кратере можем найти двух гномов, которые по корейской классике хотят сыграть с вами в одну игру. Как и в случае с монетками, делаем ставку и играем в лотерею, и либо выигрываем баснословное количество орбов, либо теряем все. Сами орбы можно сдать за Адену. По базе получим по 125 адены за каждый. На Эльмарлабе не проверял, так как нет персонажа мага. Но по идее множитель 4 должен учитываться. Также за орбы можно купить некоторые расходники по типу некровских костей, арморки DC грейда. Но если адена за квест множится, то это не слишком-то и выгодно, так как 400 орбов за одну C-арморку. Также за 200 орбов можно купить эктоплазменный ликер и получить у Лич Кинга рандомную награду от Соя до C-вепонки. Дерзайте! В Геране у магистра Юрика можно взять квест на прокачку ИСа кристаллов. Да, нужен хотя бы 7 уровень кристалла, чтобы продать его на рынке, но если делать нечего, можно, например, апнуть с десяток кристаллов до 3 на шаманах орков Тимак, чтобы в дальнейшем тратить меньше времени на их ап до 7. В целом, это не самое веселое времяпрепровождение, если, конечно, вы не милишник. До 7 уровня кристаллы можно легчайше качнуть в начале Гиант Кейва. Вархаус Кипер Пастайм. Можно взять на 40 уровне, но выполняется он уже ближе к 50-му. В основном в пуле мобов для охоты групповые половинки, но и для любителей соло-таргета работа найдется. Гаргульи в Outlaw Forest, они же в Dragon Valley, гарги в Cemetery, а также еще ряд мобов, которых укажет завхоз. Но естественно для промышленных масштабов желательно сидеть на половинках. Получаем медальки, за которые потом можем сыграть в игру с Клиффом в Уоррене или за вскладом в Хантере. Играем либо на 10 медалек, либо на 100. Суть в том, чтобы выбрать 6 из 9 цифр и надеяться, что они составят одну из выигрышных комбинаций. Каких-то особо хитрых схем тут нет. Можно, к примеру, тыкать одну и ту же комбинацию и ждать, пока она не выпадет. На 10 медалек это в основном ресурсы по типу варнишев Purity и Mithril Alloy, на 100 итемов C-випки и цельные вещи, вплоть до самурая Лонгсворда. Однако 100 медалек не так легко набрать, особенно не для париковода. А я, когда играл на 10 медалек, проиграл 7 раз подряд. Так что на дистанции, возможно, игра по 10 окажется профитнее, там хоть что-то выиграем. Море Спор. Не шибко популярная локация для кача, но жаждущих побить там зомби и деревья ждет квест Dig Up the Sea of Spores. Берется он на 3-м этаже Айвори, набиваем по 50 мешочков с вышеуказанных тварей, получаем на выбор либо Адену, либо опыт ESP. На Эльмарлабе не проверял, но если есть желание поехать на море или в других локах конкуренция поджимает, почему бы не взять и этот квест? 1000 Years The End of Lamentation. 1000 лет конец стенаний. Так поэтично называется квест на 48 уровне, который берем у часового Гильмора на входе в Dragon Valley. Однажды он вместе с отрядом бойцов намеревался победить Антараса, но потерпел неудачу. И теперь и он, и его товарищи превратились в нежить. Однако нашему товарищу повезло больше, он сохранил разум и не является агрессивной тварью. Мочим тупую нежить, собираем останки павших героев. Бьем всех неупокоенных, в чьем названии присутствует Кейв,
С них обычно падают итемы. ДВ вообще очень выгодное место. Параллельно можно и голд виверны бить с нежити, и медальки по квесту Warhouse Keeper поставим с горгульей. Жаль, там маги обычно все оккупируют, милишнику сложнее из-за этого. Набиваем любое количество айтемов и сдаем Гильмору. Он даст по 60 аден за айтем на x1, и плюс к этому шансово обнаружить среди хлама какую-то реликвию. Относим эту реликвию соответствующему NPC и получаем случайную награду. От груды неплохих ресурсов до цельной вещицы грейда. Я помню, еще на C3 получил крест, который отнес священнику в Аден, и тот наградил меня дрейк-ботами, что весьма недурно. Я где-то узнавал, что чем ближе число квест-итемов приближается к 1000, тем больше шансов получить реликвию. Но я получил релики, набивая и 300 итемов, и 600. Причем с креста за 300 получил дрейк-боты, а с ключа за 600 50 куксов. Но по слухам надежнее набивать от 500 до 1000 айтемов. Приближаясь к 50 уровню, не обязательно связывать свою жизнь с мрачной долиной драконов. Любителям эльфийской темы, а также бедолагам-милишникам предлагается Warhouse Keeper Ambition. Квест берем из Сильвии на складе Hunter's Village. На 47 уровне может быть сложновато в соло, но здесь разрешается сидеть вплоть до 58+ спокойно. Гномка хочет стать главой склада, но для этого необходимо пройти нетривиальные испытания. Набиваем нефритовые кристаллы с мандрагор, ундин, сильфов и древний, причем годятся только мобы 50+. За каждый кристалл нам безо всяких казино дадут гарантированную адену, причем за 100+ айтемов будет бонусная награда, поэтому совет набивать 100 кристаллов и лететь сдавать. С хорошим эквипом Заглада набивал эту сотку за 3 ребафа, и в час на Эльмарлабе выходило около 220к с квеста. Помимо всего, с древней можно фармануть рецепт на спрайт-став, Олимп-палку, который можно неплохо толкнуть. Мобы толстые, кучность хорошая, ключики падают, разве что книги инвентарь захламляет, да и ресурсов не густо падает. Но спойлеру, здесь раздолье. Все, наверное, это и так знают. Пещера гигантов не только предлагает нам прокачку кристаллов до 7 уровня и выше. Как известно, в пещеру есть минимум 4 входа, и возле одного из них нас подкараулит гном, который расскажет Муру про исследование древних технологий гигантов. Ковыряем якутс, полиглотов, а дальше сгнивших медведей и не более здоровых пауков. С них получаем свитки, которые при открытии могут дать полную ерунду, а могут и одну из страниц древней книги. Собираем 5 глав определенного творения и обмениваем у гнома на рецепт low-a-grade брони, легкой или тяжелой. Также есть шанс выбить древний манускрипт, который даст доступ ко второй части задания, где можно получить рецепты на топ-А броню. Но это уже дела 57+, в рамках данного повествования упустим. Plunder their supplies. Малоизвестный и малопопулярный квестец, посвященный охоте на орков под Аденом. На 52 уровне обратимся к стражу Колману на воротах. Он расскажет, что на кладбище покоятся многие знатные особы и герои королевства, а грязные орки используют это святое место как базу для снабжения своих войск. Маловато нынче людей в страже, и отсюда королевству нужны наемники, такие как мы, чтобы совершить атаку на орков и прекратить поставку снабжения. Тогда можно будет окончательно разобраться с жестокими тварями. Отправляемся на кладбище и бьем или сикеров, или сапплай-лидеров. Первые обитают в окружении агрессивных квестовых мобов, которые хоть и не социальны к оркам, но будут доставлять хлопот. Вторые жирные больно и станет хорошо. Тем не менее, мочим супостатов, получаем с них обычные айтемы, которые сдаем за адену, а также подозрительные документы. Собрав 5, получим запрос снабжения, за который Колман заплатит нам дополнительную сумму. Правда, денег этот квест принес мне немного, в районе 100к за 100 итемов и собранный репорт. Но если вы планируете посетить Cemetery, а это и орки, и гарги по квесту на медальки, и андеды с фармом Blood Medus, почему бы не взять квестец? Kyle's Magic Coin. Квест на получение рецептов на оружие Агрейда берется на 55 уровне у главного кузнеца деревни охотников. Но с ним несколько нюансов. Во-первых, на C4 рецепты спойлятся, что кардинально снижает полезность квеста. Во-вторых, для его получения необходим 3-й уровень собирателя монет, а это по 220 монеток каждого вида, которые можно было потратить на тот же Full-Plate шлем или Демон Перчи. Короче, Минздрав не рекомендует. Power of Darkness. На 55 уровне залетим в долину драконов от телепорта в Геране и поговорим с хитрым торгашом-гномом. Он расскажет, что, мол, его жена болеет, и чтобы ее вылечить, он готов обратиться к темным силам. А для этого необходимо получить кое-какие камешки с суккубов. Задача проста. Истребляем этих полуженщин легкого поведения, набиваем Stones of Contract и отдаем гному. Получаем копеечную награду. Примечателен квест тем, что параллельно куски на Авадон фармим, да и монетки из Coin of Magic тут тоже падают. Любителям темных и опасных пещер с кучей дебафов дорога к квесту Whisper of Dreams Part 1.
Отправляемся в Антара Слеер, лопаем шары и местных питекантропов. За 65 останков каждого вида получим случайные куски на агро-тропы. А также есть шанс, что выбьем камешек на проход ко второй части квеста, по которому есть вероятность полутать агрейт-рецепт. Однако отмечу, что желательно сюда идти либо в компании надежных друзей, либо на 60+. В принципе, вышеуказанных квестов хватит и для любителей подземелий, и для фанатов прокачки на одиночных мопсах. С 57 уровня пойдут более ценные и интересные квесты, на которых можно будет подзаработать капитал. Но это уже совсем другая история.